стою в очереди. Очередь не маленькая, сейчас покажу. Вот. Последняя станция, сейчас такси. И встречаюсь с другом и с моим новым мотоциклом. Это для любого мужчины большой big deal. Встреча с новым мотоциклом. Не с мужчиной. Ну, господа, я наконец-то доехал, и как только вышел из такси, увидел своего друга. Володька, здорово! Привет, блогер! Привет! Так приятно тебя на родине тебя увидеть. Вот наше место с мотоциклами. Ну да, сейчас будем разбираться. Да, вот в отличие от меня, вот я покажу, Вова одет правильно, по-моему, да? Ну, конечно, по местным. Ну все, мы идем. Зашел в магазин к ребятам, хочу показать их шоп. Ну, как я уже говорил, для мужчины самый главный момент его жизни не только связан с детьми и с женщиной, но и с мотоциклом. Вот мой новый друг. Так, это мой новый конь, который со мной посмотрит и там. Благословим коня. А это конь Володьки. Он, смотри, уже там лежавший, бывавший и видавший. Ну, состояние не в очень хорошем по сравнению со всеми мотоциклами, которые я брал до этого. Поэтому вроде все нормально. Ты такой же бывал. Ну, наконец-то достал нормальную камеру. И сейчас мы идем в ресторан. Вот хочу еще раз показать ребят Fleet, их мотоциклы. Компания. Всем очень сильно рекомендую. Большие профессионалы, отличные ребята. Вот еще раз Вовка. Все еще здесь. Наш вьетнамец. Правда, не похож на вьетнамца. Я только что в самолете был, во всем аэропорту я был один не азиат. Так было приятно Вовку видеть. По многим причинам. Ну, кстати, это прилетели не вьетнамцы с тобой, это прилетели в основном корейцы. Ну, нет, там вьетнамцы, я по росту их уже отличаю. Так, все, мы наши российские заканчиваем разговор. Так, все, да. И первый наш экспириенс будет в ресторанчике. Такое местечко. Посмотрим. Бизи. Если бизи, значит вкусно. Я, конечно, не хочу превращаться в фудблогера, но это нельзя не запечатлеть. Вот Вовка заказал, ну, как бы местечковый все-таки человек. И я пока еще ничего не понимаю, что тут лежит, но вот это я знаю, это фо. Сейчас будут объяснять. Там тоже фо, и там фо. Везде фо. Ну, господа, мы выехали. Вон Вовка уже там. Дай бог хорошего путешествия, что я могу сказать. Ой, тоже тут везде катается. Вот Сайгон Ривер. Видите, хочу показать вам. Так, это рикша, надо ее объехать. Тут таких тоже много. И говорят, они очень наглые. Ну, знаем. Ну, тут всякие умельцы продают все для мотоциклов. Тут, смотрю, все для мотоциклов и фо. Фо — это их суп. И трактора, масло, мотоциклы, машины. Больше я пока ничего не видел. Ну, ездят и кушают. О, да, везде еще вот это заметно, видите? Серп и молот и звезда. Это приятно. Ну, всем опять привет. Мы решили сделать маленькую остановочку. Выехали из основного города, из Хо-Чи-Мин-Сити. Это 2 часа просто трафика, файтинг трафик. Так что физическая работа. Немножко подустали. Остановились кофе попить. Одно самое большое различие между Кореей и Вьетнамом, то что в Корее нигде нету кофе. Они его вообще не пьют. Я одну кофейню нашел на весь аэропорт. Аэропорт один из самых больших в мире.
Они любят там холодные напитки, там из кофе, холодный кофе, ну и либо свою херню с этими пузырями. А здесь, во Вьетнаме, наоборот, везде, кофейни везде, все пьют кофе, кофе с молоком это святое, так что они мне уже ближе по душе. Ну вот, господа, сейчас просто какой-то кайф, уже вечереет, воздух уже не такой говняный, так как выехали из Хо Чи Минha, там полюшен просто везде, и потихоньку направляемся в горы. Трафика уже практически нету, как вы видите, это у них нормально, тут все по встречке фигарят, кто как может, в общем-то. И с этим ты сливаешься как-то, с этим ты уже живешь как-то, все нормально. Все гудят, все куда-то едут, все, но все куда-то разъезжаются. Все как-то случается. Вот также вам хочу немножко показать сам город. Это уже пригород Сайгона, при Сайгоне. При Сайгоне. И трафик уже совсем другой. Воздух чуть получше, как я уже упомянул. И самое главное, за счет того, что кислород все-таки становится лучше, я начинаю отдыхать. Вначале было тяжело войти в дзен, тяжело было поймать этот момент. Ну, на напряжение дороги, конечно, я привыкаю быстро. Вот этого обычно у меня нету. А вот кислорода и отсутствие чистого воздуха очень сильно влияет. Друзья, знаете, что я подумал? Вот у нас в Северной Америке, когда видите мотоциклистов, мы обычно махаем друг другу рукой. Я думаю, тут если это делать, тут, конечно, рука подустанет. Сейчас я Вовку пропущу. Вовка, давай. Да, говорю, рука подустанет, если всех тут нужно будет всем махать. Вон летающие автобусы на встречку. Такое часто очень встречается. Они самые наглые здесь, им пофигу. Я понимаю, что они большие, конечно, но... Да, тут кто больше, тот и прав. Вон, пагода. Пагода — это их такие храмы. И это я даже не знаю, что-то очень красивое. Ну, потом посмотрим. Да, но значит, за трафиком смотреть, так как-то все-таки Вьетнам. Люди придумывают себе линии, где могут, едут, где хотят. Вот только что меня подрезали, но это нормально. Сейчас я его подрежу. Ну так и живем. Друзья, мы опять остановились в какой-то забегаловке, попили соки, натуральные выжатые соки за $1 сок. Я немножко в ах, сами понимаете. Для меня, для канадца, за $1 свежего сока, свежевыжатого, это нужно кого-то ограбить. Вот такое местечко, вот это наши кони. И обычно такие все, вот прям на дороге они стоят, вот дорога, открытый гаражик, и заезжаешь, берешь что хочешь, попил, поел и поехал дальше. Вот. Вовка что-то там изучает. Так, ну мы готовы дальше. Сейчас мы уже выезжаем в горы, и через час, даже меньше, должны уже приехать в наш отельчик. Там все покажем. Ну, приключение продолжается. Мы уже близко, уже в горах. Как вы видите, трафик уже лает. Вот, посмотрите на эти провода. Это просто что-то где-то. Ну, для них это нормально, по-моему. Каждый подсоединяется, как он хочет и куда он хочет. Мне жалко, вот хороший пример. Мне жалко людей, которые тут ремонтируют, электриков. Да. Но я думаю, они не ремонтируют, а просто добавляют новый провод каждый раз. Кстати, то же самое, что в Доминикане. Люди обращают на внимание, когда я еду по-индурски, так как я все-таки индурист, в смысле на ногах. И все смотрят, как-то не понимают. А я не понимаю, как они ездят не на ногах по таким дорогам, такому трафику. Это еще гламурная деревушка, я бы сказал. Достаточно чисто. Вьетнам немножко грязный, конечно, его подзасрали. Это очень обидно. Потому что то природное достояние, которое Вьетнам является, это уникальное. Это должно быть защищено ЮНЕСКО. Но вьетнамцам на это насрать. Здесь более-менее чисто.
Извиняюсь, прервался, но это просто чудо. Вот посмотрите на это, пока еще солнце не ушло. Внизу река. Тут везде обезьянки где-то сидят сейчас. А это не обезьянка, это Вовка. Да, извиняюсь. И вот такие два отеля, вот такие два номера. Вот раз и два. Просто экотуризм это называется. Но я еще в шоке от их цен здесь, я клянусь. $11 канадских за все за номер. Это что-то где-то как-то. Внизу бассейн, внизу рестораны, внизу все, парковка. Внизу полностью экологически все красиво, чисто. Сейчас спустимся, покажем. Не уверен, если работает сейчас еще свет, но завтра все сниму. Я в восторге. Это просто это вершина экотуризма. Везде животные, везде вода, водопады, бассейны. Все не передать, много эмоций. Я надеюсь, что завтра будет светлый, хороший день, чтобы все это заснять. Потому что мы действительно в какой-то сказке. Напомню, за $11. Тут пещера, а в пещере кругом летучие мыши. В общем, так их много. Завтра буду все опять снимать на свежую, поэтому сейчас очень мало света. Ну просто сказка. Сейчас мы еще гуляем и все еще даже не прошли, даже близко. Ой, какие рыбы там! И крокодилы? Ну, крокодилов я люблю, с ними я уже купался. Но тут местные очень не рекомендуют купаться в реке, потому что там, она сказала, крокодилы и еще кто-то, но все боятся. Не знаю что, но все боятся.